Новое применение. Россия пошла на прорыв. Заявление украинских военных, куда нанесен удар и чем. Киев публикует отчет. Открытие новых горизонтов. Президент срочно созвал военных. Закрытое совещание без единого ответа прессе. Что готовится? Берлин призывает Путина прогнуться. Требования Германии к Кремлю и призыв к союзникам Украины. Комплексный удар по РФ. О чем речь? Земля за контракт и небо под куполом. Ленинградскую область готовят к долгой войне. Создана сеть объектов ПВО. Путина призвали к удару. Двойное предупреждение Трампу. Перед США закрывают небо, землю и воды. Абу-Даби проводит красные линии на фоне возможного удара по Ирану. Нетаньяху называет Израиль линией обороны цивилизованного мира, а Иран – головой осьминога. Почему? Армия теряет позиции, срочная эвакуация войск, Венгрия вызывает на ковер украинского посла, Латвию ждет участь Украины, а Берлин объявляет охоту. Германия заявляет о вознаграждении в 1 000 000 евро для тех, кто сдаст преступников, кто в розыске. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядку», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Я начинаю. Венгрия и Словакия бросают вызов Брюсселю. Как только решение по плану Евросоюза, запрещающему импорт российской нефти и газа, будет официально опубликовано, Будапешт подаст иск в суд ЕС. Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Венгрии Сиярто. По его словам, этот план построен на юридической уловке. Санкции выдают за торговую политику, чтобы обойти правила Европейского Союза. Это противоречит договорам. Энергетический баланс остается национальной компетенцией, считает Сиярто. Запрет на российскую нефть и газ ударит по венгерским семьям и взвинтит цены на энергоносители. Солидарно с Будапештом и Братислава. Словацкий коллега Сиярто заявил, что страна также будет судиться за право покупать дешевое сырье у России. Мы не можем принимать решения, которые не учитывают реальные возможности и особенности отдельных стран. Поэтому мы обратимся в суд Европейского Союза и инициируем процедуру по отмене регламента REPowerEU о запрете импорта российских энергоносителей. Будапешт срочно вызывает на ковер посла Украины в Венгрии. Причина, заявляет премьер Орбан, угрозы Киева в адрес Будапешта. На прошлой неделе украинские политические лидеры, а также сам президент, направили грубые, оскорбительные и угрожающие сообщения в адрес Венгрии и венгерского правительства. Наши службы национальной безопасности оценили эту последнюю украинскую атаку и установили, что произошедшее является частью скоординированной серии украинских действий, направленных на вмешательство в выборы в Венгрии. Напомню, скандал между Венгрией и Украиной разразился после заявления Орбана о том, что следующие 100 лет в венгерском государстве не будет парламента, который поддержит вступление Украины в ЕС. Тогда из МИД Украины последовал резкий ответ. Попытки венгерского премьера блокировать членство Украины в ЕС обречены на провал, поскольку хозяин Орбана в Москве не продержится еще 100 лет. Это была цитата. В НАТО обратились к Путину. Глава МИД Словакии осудил Москву за удары по объектам энергетики. Братислава срочно отправляет Москве ноту протеста. По словам министра, он лично связался с украинским послом в Словакии, чтобы выразить поддержку Киеву из-за российских обстрелов. А Кремль должен вспомнить о международном гуманитарном праве, заявили в МИД Словакии. Глава словацкого МИД также сообщил, что только в январе Словакия передала Украине вдвое больше экстренной электроэнергии, чем за весь прошлый год. Только за январь этого года Словацкая республика поставила Украине вдвое больше экстренной электроэнергии, чем за весь прошлый год. Кроме того, еще в декабре я выделил 500 000 евро украинскому посольству в Братиславе, чтобы оно могло закупить у словацких поставщиков 38 крупных генераторов, способных обеспечивать электроэнергией крупные объекты, такие как школы, детские сады и больницы. Латвию может ожидать участь Украины. Латвийская разведка опасается, что Кремль будет вмешиваться в парламентские выборы, которые пройдут в этом году. Москва уже строит планы на Ригу, сказано в несекретной части отчета Бюро по защите Конституции Латвии за 2025 год. В этом отчете также говорится, что Кремль все чаще использует юридические приемы на международной арене, чтобы очернить Латвию и создать постоянное давление на страну, заставляя ее менять политику по отношению к России и русскоязычному населению. Также в документе отмечается, что глобальная цель Москвы – ослабить Запад как на национальном, так и на международном уровне. Путин считает, что уже вступил в прямое противостояние с Западом. Борьба происходит не только в Украине. Прогнозы разведки Латвии таковы. Россия продолжит представлять значительную военную угрозу для европейских стран и НАТО. Милитаризация российской экономики продолжится даже после возможного завершения или замораживания войны в Украине. Информация Бюро по защите Конституции Латвии показывает, что восприятие Латвии России становится все более похожим на то, как Россия воспринимала Украину до войны.
Хотя на данный момент Россия не представляет прямой военной угрозы Латвии, ряд признаков указывает на возможные долгосрочные планы. Напомню, в России неоднократно предлагали Западу сделку. Лавров говорил о готовности подписать документ о ненападении на Европу. Очевидного выхода из тупика нет. Крупнейший вопрос между Москвой и Киевом остается нерешенным. Кому достанутся земли? Об этом говорится в новом материале Financial Times. Считанные дни до нового раунда переговоров между Москвой и Киевом. О срыве диалога речи не идет. В Белом доме говорят об историческом характере. В минувшие выходные они провели многостороннюю встречу, которая не получила широкого освещения. Однако имела исторический характер, поскольку команда президента фактически смогла усадить за стол переговоров обе стороны этой войны, чтобы приблизить процесс к миру. Таким образом, президент не отказывается от мирного процесса. Россия и Украина стараются демонстрировать вовлеченность в процесс, а США успешно зарекомендовали себя как посредник, говорится в материале Гидеона Рахмана. Сейчас россияне контролируют около 80% этого региона, но оставшиеся 20% известны как «пояс крепостей Украины». Там находятся укрепленные линии, которые украинцы считают абсолютно необходимыми для защиты страны от любой будущей российской агрессии. В любом случае, украинцы яростно сопротивляются идее сдачи территорий, за которые они заплатили тысячами жизней. Для того, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, потребуется крупный сдвиг на поле боя. Далее цитата, чтобы изменить расчеты либо в Москве, либо в Киеве. На данный момент стороны находятся под давлением. Россия несет колоссальные потери на фронте, потери и у ВСУ. Кроме того, Москва больно бьет по украинскому тылу. Речь о тяжелой ситуации из-за ударов по объектам энергетики, говорится в материале. В Европе при этом боятся, что Путин может заговорить Уиткофа, в то время как зять Трампа, Кушнер, вызывает искреннее уважение благодаря своему участию в этих переговорах, пишет издание. Зеленский же готов говорить с Россией, чтобы не злить Белый дом. Готовность Зеленского вступать в переговоры с Россией отчасти объясняется его стремлением не раздражать Трампа, но также отражает нарастающую усталость от войны внутри Украины. Опасения европейцев о том, что администрация Трампа безнадежно склоняется в сторону России, в последние недели ослабли. По-прежнему существуют тревоги, что во время визита в Москву Уитков может поддаться влиянию Путина. Берлин призывает Путина прогнуться. В МИД Германии уверены, Кремлю не хватает гибкости во время переговоров с Украиной. Требования Москвы излишне максималистские. Россия упорно настаивает на решающем территориальном вопросе. Глава МИД Германии Вадефуль заявил, если здесь не будет гибкости, далее цитата, «я опасаюсь, что переговоры могут длиться еще долго или не быть успешными на этом этапе». Конец цитаты. В ответ Германия требует усилить давление. Берлин призывает Европу и союзников по НАТО резко нарастить давление на Россию, подчеркивая, что стоимость продолжения войны для Москвы должна стать еще выше. Речь идет о комплексном подходе. Вадефуль также обвинил Путина в создании гуманитарного кризиса в Украине с целью сломить сопротивление украинцев. Крайне важно, чтобы мы, европейцы и союзники по НАТО, усилили давление на Россию с целью прекращения кровопролития в Украине. Мы должны дать России понять, что цена продолжения ее бессмысленной войны будет только расти. Во-вторых, мы должны сохранить и усилить нашу поддержку Украины, политическую, финансовую и военную, потому что в наших собственных интересах добиться устойчивого и справедливого мира, не вознаграждая агрессора. В России же звучит ответ Западу: «Земля за контракт и небо под куполом». В частности, Ленинградскую область готовят к долгой войне. Власти региона заявляют о наращивании мер поддержки контрактников и усилении военной инфраструктуры. Губернатор Дрозденко отчитался Путину о том, как награждают тех, кто решается идти на войну. Кроме того, заявил, что область почти полностью завершила строительство сети объектов ПВО. Путин при этом заявил, что его просят не бить по Украине. Дрозденко же призывает Кремль к удару. Мы завершили строительство 16 объектов из 17, софинансировали все объекты. Здесь вы видите, как они выглядят, и вышки, и горки, и казармы. И это дает эффект. Вы знаете, что попытки атаковать, они... Да. И следующее ваше поручение... А нас просят это убедить. Владимир, это надо делать, потому что это очень важно. Россия пошла на прорыв, применено опять новое оружие – БПЛА на спутниковом интернете. Это открывает перед ВС РФ новые возможности и горизонты. Новый случай еще дальше от линии фронта. Заявление из Минобороны Украины. Советник министра по технологическим направлениям пишет о нюансах новой атаки. К сожалению, фиксируем факт того, что БПЛА БМ-35 на Старлинке уже долетел до Днепра. В отличие от «Молнии», этот БПЛА является топливным и способен преодолевать расстояние до 500 километров. Тема Старлинка у противника становится все более актуальной.
Еще накануне Бескреснов заявлял, что Россия атаковала шахедами на Старлинке 2 украинских вертолета. К тому же это было ручное управление с автозахватом цели. Украинские авиаэксперты уже говорят, благодаря такому ручному управлению дроны России могут теперь находить и поражать как системы ПВО Украины, так и другую военную технику. То есть опасность увеличивается, тактические приемы нужно совершенствовать все время. И не оставлять без присмотра вертолеты на прифронтовых оперативных аэродромах. Нельзя оставлять дорогостоящую боевую технику. А если там размещается сложный зенитный комплекс, его тоже нужно чем-то прикрыть маловысотным, гепардом или артиллерийской системой. Армия теряет позиции, Россия сворачивает флаги в Сирии, Москва начала вывод войск, сигнал, который в регионе читают внимательно. Военная техника покидает аэропорт Камышлы на северо-востоке Сирии, района, где Дамаск пытается вернуть контроль, вытесняя курдские формирования. Об этом сообщают 5 сирийских источников, на которые ссылается Рейтер. Российский контингент находился в Камышле с 2019 года. Теперь часть военнослужащих перебрасывают на авиабазу Хмеймим, также в Сирии. На этом фоне правительственные силы Ахмеда Аш-Шараа ускоряют наступление. За январь Дамаск отбил значительные районы у курдских сил. Другой сирийский источник в сфере безопасности на западном побережье страны сообщил, что за последние 2 дня российская военная техника и тяжелое вооружение были перевезены из Камышлы на авиабазу Хмеймим. Министерство обороны России не предоставило немедленных комментариев. На прошлой неделе я рассказывал, что российское издание «Коммерсант» допускало, что сирийские власти могут потребовать от России покинуть Камышлы, как только курды будут вытеснены. Делать россиянам там будет нечего, говорилось в статье. О срочной эвакуации войск России сейчас пишет и российское издание «Ведомости». В то же время пока войска России присутствуют на сирийской земле в 2 точках. Их дальнейшая судьба пока решается, пишет издание. Российское присутствие сохраняется еще в 2 точках Сирии – в порту Тартус, одноименной провинции, и на авиабазе Хмеймим у города Латакия, одноименной провинции на берегу Средиземного моря. Вопрос будущего баз стоит в повестке контактов Москвы с Аш-Шараа, что подтверждали обе стороны. Но за 2025 год новых договоренностей об их судьбе не заключено. Выгнать с поста, отстранить и заменить. Трамп отказался от захвата Гренландии из-за серьезного предупреждения, которое на повышенных тонах прозвучало в Конгрессе США. По данным Рейтер, сенаторы и конгрессмены, включая республиканцев, экстренно связались с госсекретарем Рубио и другими высокопоставленными лицами Белого дома, прямо заявив, вторжение в Гренландию почти гарантированно приведет к импичменту президента США. Предупреждение сработало, уверяет издание. Администрация смягчила риторику, Трамп отозвал тарифные угрозы и объявил о рамках будущей сделки по Гренландии с генсеком НАТО Рютте. Формально военный вариант, по словам источников издания, всерьез не рассматривался, но сами угрозы уже подорвали доверие ЕС к США. Жесткое предупреждение Трампу с Ближнего Востока. На фоне нарастающей напряженности между Израилем и Ираном лидер ливанской террористической группировки Хезболла Наим Кассем предупреждает президента США. Если Вашингтон атакует Тегеран, от боевиков Хезболлы будет ответный удар. По словам Кассема, атака на верховного лидера Ирана Хаменеи означала бы ликвидацию стабильности и существующего статус-кво в регионе и в мире. Риторика высокомерия со стороны США, Израиля и их партнеров основана на согласии с властью угнетающего и преступного сильного человека. Война против Ирана на этот раз может поджечь весь регион, заявил Кассем. Мы рассматриваем угрозы США в адрес Ирана как угрозу в наш адрес и имеем полное право делать все, что сочтем необходимым, чтобы им противостоять. В вопросе Ирана мы не занимаем нейтральную позицию и объявим о своем поведении в подходящее время. Израиль – это линия обороны всего цивилизованного мира, заявляет тем временем Нетаньяху. По его словам, Иран – это голова осьминога, то есть центр террористических угроз. Именно Израиль, уверяет премьер-министр, сдерживает радикальный ислам, который угрожает всему миру. Любая попытка Ирана нанести нам удар встретит решительный ответ. Это будет огромной ошибкой. Ошибкой, которая станет последней. В то же время мы будем работать над расширением круга мира в нашем регионе. Продвигать новые возможности, новые союзы, новые соглашения, новую нормализацию отношений с арабскими и мусульманскими государствами. ОАЭ жестко очертили красную линию Трампу. Ни небо, ни земля, ни воды Эмиратов не будут использованы для удара по Ирану. В МИД прямо заявили, никакой военной логистики и никакого содействия враждебным операциям против Тегерана. Абу-Даби делает ставку на диалог и деэскалацию, подчеркивая, нарушение суверенитета и международного права лишь приблизит регион к опасной черте. В то же время президент срочно созвал военных. Трамп провел закрытое совещание с представителями ВВС. На
сайте Белого дома указано, на встрече в овальном кабинете присутствовал министр ВВС Америки Трой Мейнк. Детали переговоров не разглашаются. При этом в сети X массово появились и сообщения, что Трамп проведет переговоры с командующим ВВС Соединенных Штатов Кеннетом Уилсбахом, вероятно, для обсуждения стратегии нанесения авиаударов. Впрочем, официальной информации на этот счет на момент записи выпуска не было. Невероятное награждение. Охота началась. Берлин готов тратить деньги, чтобы найти преступников. Мерц обещает 1 000 000 евро за информацию о поджигателях, которые вывели из строя одну из ТЭЦ Берлина и оставили без тепла и света 100 тысяч жителей немецкой столицы. Сенатор Берлина Ирис Шпрангер подтвердила, вознаграждение за важные сведения о диверсии профинансирует федеральное правительство. По ее словам, предложение такой суммы является исключением из правил. Далее цитата. «Это уникальный случай. Я не помню, чтобы федеральное правительство когда-либо предлагало вознаграждение такого масштаба в подобной ситуации». Конец цитаты. Как пишут немецкие СМИ, поиски членов группировки «Вулкан», которая взяла на себя ответственность за диверсию, пока не увенчались успехом, хотя со дня поджога берлинской ТЭЦ прошел почти месяц. С помощью необычно высокой награды за информацию от свидетелей власти рассчитывают совместно с федеральными ведомствами продвинуть расследование предположительно леворадикального поджога. Цель – совместно с федеральным ведомством уголовной полиции и федеральной прокуратурой установить виновных, заявила Шпрангер. 1 000 000 евро будет выплачен только за сведения, которые приведут к установлению личности исполнителей преступления. Друзья, вновь и вновь говорю вам всем спасибо за вашу поддержку, хороших новостей, дня и настроения. И до встречи уже завтра.